Доброго времени суток! С вами Вероника, вы на канале Вероника Handmade Studio, и сегодня мы с вами будем делать бантик-зайчик. Давайте изготавливать его по слоям. Для первого слоя нам понадобится 3 отрезка репсовой ленты розового цвета шириной 2,5 см и длиной 11 см. Обрезаем края флажком. Обработаем зажигалкой. Теперь каждую мы сложим пополам, чтобы нам было видно середину. Совместили, прокололи посередине. Теперь раздвинем, как нам надо, и прошьем посередине. Стягиваем, делаем несколько оборотов и закрепляем нить. Первый наш слой готов. Следующий наш слой будет это классическая восьмерка. Она используется как основа под многие бантики, в том числе и американские. Возьмем, у меня атласная лента, я решила оттенить бантик репсовой атласной лентой. Нам понадобится 50 сантиметров. Да, кстати, она тоже шириной 2,5 сантиметра. Складываем пополам. Отмечаю середину. Теперь наискосок мы прикладываем вот этот край к этой середине. Здесь у нас под углом уходит. Эту сторону загибаем. Мы прикладываем вот этот уголок. Вот здесь у нас середина. То есть вот так. Вот так. Закрепим булавкой, вот так вот, чтобы нам не мешало. Складываем вот таким образом. Накладываем ленты друг на друга вот до середины. Одна лента на одну до середины. Прошиваем. Вот такой бантик у нас получился. Теперь приступим к третьему слою нашего бантика. Это будут щечки. Для них нам понадобится репсовая лента шириной 2,5 сантиметра.
4 отрезка по 2 экземпляра каждого. Один отрезок 8 сантиметров, второй отрезок 10 сантиметров, третий 12 и 14 сантиметров. Смотрите, что мы делаем. Подгибаем краешек на чуть-чуть, прошиваем низ. Второй краешек тоже подгибаем вовнутрь. Стягиваем. Закрепили. Далее нам понадобится основа, на которую мы будем крепить. У меня это фетр. Я отрезала кусочек 6 на 2,5 сантиметра. Будем крепить наш бантик на него. Проклеиваем каждый слой. Намазали. И закрепляем. Приклеиваем стык в стык. Оставим в серединке. Вот таким образом. У нас получился вот такой бантик. Его можно использовать как самостоятельный бантик, но сегодня из него мы сделаем бантик-зайчик. Теперь немного вот эти места подрежем.
Соберем два нижних слоя, 2 нижних яруса. Теперь сделаем нашему бантику мордочку зайки с ушками. Для ушек я взяла 2 цвета репсовой ленты, розовую и белую, длиной 10 см, шириной 1 см. Совмещаем 2 ленты, сгибаем, накладывая один край на другой, и фиксируем над огнем. То же самое у нас со вторым ушком. Фиксируем. Вот они, наши 2 ушка. Теперь мы их соединим вместе каплей клея, немножко под наклоном. Вот так. Теперь приступим к самому интересному, это к сборке. Сделаем теперь бантик. Зайчик у нас будет девочка, поэтому ей мы на ушке привяжем бантик. Для бантика нам понадобится лента шириной 2,5 см, длиной 7 см. Складываем отрезок пополам. Накладываем немножко внахлёст друг на друга. Ленты, концы лент. И прошиваем. Вот такой бантик у нас получился. Можно его оставить так, можно украсить стразовой лентой. И чтобы закрепить серединку, нам понадобится отрезочек ленты шириной 6 мм. Нам понадобится 2,5 сантиметра. Приклеим в середину стразовое полотно, стразовую ленту. Все. Вот так выглядит бантик на бантик. Вот теперь мы приступим к сборке самого бантика. Нам понадобятся вот такие помпоны. Где их заказать, я рассказывала в предыдущем своем видео распаковки посылок. Сейчас вы видите ссылку на это видео вверху в правом углу. Помпоны эти 8 мм. Помпоны можно приклеить как на горячий клей, так и на клей момент. Я сегодня буду клеить на горячий клей. В самом низу ушек крепим наши щечки. И еще нам понадобятся глазки.
Приклеим его. А глазки мы приклеим на клей-момент. Осталось добавить зайчику бантик. Вот такая замечательная мордочка. Теперь все соберем. Вы крепите основу, на которой у вас будет этот зайчик. То есть это либо заколка, либо резинка, либо повязка. Все идет на ваше усмотрение. Я сегодня буду крепить на заколку. Прикрепим в середину. Прикрепим заколку. И закрепим заколку, обернув вокруг лентой 1 сантиметр на 8. Вот так выглядит наш бантик. Мы его закрепили на заколку основу. Теперь прикрепим мордочку. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые интересные видео. С вами была Вероника. Пока-пока.